Всем привет! Это вторая часть разбора айсберга, посвященного моей любимой группе Many Self-Indulgence. Первую часть вы легко можете посмотреть на моем канале, а также искренне выражаю огромную благодарность за тот теплый прием, который вы мне оказали под прошлым видео. А мы начинаем. Джимми умер. В начале 2022 года появилась информация, что Джимми якобы умер 12 февраля этого же года, совершив суицид. Скорее всего, это было написано хейтерами, которые были против Джимми. Но кто знает, может быть, о Джимми нет новостей, потому что он умер. It Gets Worse. Это сингл 2013 года с 3 треками. It Gets Worse, It Those Words и You Will See Just What I See. Стаканчик мочи. На DVD-театре есть запись концерта, где Джимми садит стакан, пьет его и спрашивает: После чего из этого стакана пьет уже Стив и плюется мочой в людей со сцены. Связи с My Chemical Romance. Насколько вы, думаю, знаете, что в 2007 году поженились басистка Линдзи и вокалист МКР Джеред Уэй. Но также Джеред Уэй принимал участие в песне Sailor in the Lifeboat в альбоме Uringer. Джимми поджигает свой лобок. В комиксе Adventures into Many Self-Indulgence есть глава «Член в огне», где как раз присутствует случай, когда на одном из концертов он поджег себе лобок. Uringer и Secret Kinematic Sound of Jimmy Urine. Скажу лишь про второй альбом The Secret Kinematic Sounds of Jimmy Urine. Он ознаменовал собой первый сольный релиз и представляет собой сборник саундтреков и новых сольных исполнений. Вступительный трек Fighting with the Melody, который также является синглом, присутствует в игре Metronome Sway the Dance Floor. Поцелуй за $1. На видео из диска DVD Or Pain Your Gain Джимми уходит с табличкой «Поцелуй за $1», после чего, собственно, целуется со всеми желающими за деньги, при этом несмотря с мужчиной или женщиной. Прослушивание Линдзи. После ухода Ванессы из группы, через какое-то время на ее замену пришла Линдзи, игравшая на бас-гитаре. На прослушивании она устроила настоящее фаер-шоу, выплюнув полный рот алкоголя, после чего подожгла спичками, чтобы добиться эффекта огнемета. Алкоголь же она принесла в лифчике, а коробочку спичек спрятала в волосах. Также она подпалила Джимми. И при всем этом сама она начала учиться играть на басу за 2 недели до прослушивания. MC Lyte Hail Satan. В треке Tornado фраза была также в песне рэп-исполнительницы MC Lyte Slave to the Right. Hail Satan – это название записи концерта, где исполнялась песня Tornado, но уже в ремастере название было изменено на Tornado Live at CBJB. Wicked Gay Sign. На одном из концертов в конце 90-х годов Джимми уходил с табличкой MC I will turn you wicked gay. MC превратит тебя в злобного гея. Со временем эта фраза закрепилась среди фанатов MC. Lollipop Chainsaw. Для этой игры Джимми озвучил персонажа Зеда, являющийся панк-рок-зомби, а также сочинил для него заглавную тему. Еще в этой игре есть секретный бонус в виде скина Джимми, который можно было получить при предзаказе самой игры. Джимми Childs. В 2019 году Джимми и Шандали родили девочек-близняшек, которых назвали Джорджия и Айсидора. Korn. Для группы Korn MC делали ремиксы на песни Here to Stay и Somebody Someone. System of a Down. Джимми и Серж Такаян, вокалист System of a Down, очень хорошие приятели, из-за чего Серж появился в треке 2018 года If It Ain't You Today, It Will Be You Tomorrow из альбома Arranger, а в 2020 записали совместный альбом Factorny. Кассингу и кассеты. Синглов в кассету MC было всего 6. Do On The Others, вторая часть, включенная вместе с Bed of Roses, выпущенная в 1995 году, а также Unmastered Studio Bootlegs, Bring The Pain, Painty Shot, Tide и Tornado, выпущенные уже в 1999 году. VHS видео. Официальные VH видео с концертов выходили на песни Beaches, Bring the Pain и Tornado. Pink буклет.
В буклете CD-диска Pink есть интересная информация, значение названия группы MC и прочие вещи, связанные с тем временем, когда Джимми писал свои песни. Я написал эту пластинку, когда мне было чуть за 20. Написал, когда был курьером у богатых белых придурков с Борнис Аптаун на Парк-авеню. Пока шла организация складских помещений глубоко под землей в сырых подвалах для розничных магазинов по всему Нью-Йорку. Пока продавал обувь избалованным соплякам в Верхнем Уэстсайде. Пока разносил какие-то показания душных сучек из адвокатской конторы Уолл-стрит. Написал, пока мыл грязные стаканы и убирал блевотину с танцпола в самых убогих ночных клубах Нью-Йорка. Каждая работа, которая у меня была, я бросал. Кроме музыки. Взгляды и суждения, выраженные на этом диске, принадлежат 20-летнему Джимми Юрину и вряд ли будут отражать какую-либо точку зрения или позицию 45-летнего Джимми Юрина, но кое-что из этого правдиво. Далее идет анатомия альбома Pink, а после него отрывок из романа «Атлант расправил плечи» писательницы Айн Рэнд. Джимми Кинлист. На своей странице в Твиттере Джимми опубликовал посты своих кинов, которыми являются Пирс из Pokemon Sword and Shield, Retro из Dead Alice и Мок из Rock'n'Roll. Dr. Death Defying. Еще одна группа, кроме Retard to Blood, которая очень похожа на Майндлесов. Princess Bob. Princess Bob – женщина, ранее упоминавшаяся на старых форумах MC. Она упоминалась во время дебатов по иску, якобы она истец, а также утверждала, что спала с Джимми. Дарин. Люди на форуме MC Fan были одержимы идеей узнать что-нибудь о MC в конце 90-х, особенно в отношении демо-версии Pink и всего, что было до эпохи Tide. Было много интернет-расследований, включая поиск телефонных номеров лейбла, выпустившего одноименный альбом. Они были отключены, поэтому дозвониться никому не удавалось. Как было упомянуто в другом комментарии, в конце концов это переросло в поиск по спискам авторских прав США, и все пришли в бешенство, потому что весь список треков Pink был зарегистрирован, что подтвердило его фактическое существование, поскольку Джимми не решался нажиться на нем еще почти 10 лет. А затем в конце концов нашелся материал, в котором упоминалась Дориан Янглав. Люди были довольно одержимы выяснением того, что, черт возьми, было со связью, но их отключали при каждой попытке, и это до сих пор остается загадкой. Танта 628. Об этом человеке мало что известно. Единственное, что говорят на Reddit, так это то, что он был постоянным посетителем одного из старых форумов MC, а затем на Reddit, но после удалил свою учетную запись. Hold my beer while I ruin your career. Это аббревиатура блога на Tumblr, созданного для разоблачения MC, подержи мое пиво, пока я разрушаю твою карьеру. Всем спасибо за просмотр.